Всем привет! Сегодня продолжаем серию видео про создание прототипа дизайна для будущей игры на Unity. Разбираем, что такое группа, фрейм, компоненты, варианты, в чем между собой похожи и отличаются. Начнем с определений. Группа – это логическое объединение объектов. Сворачивает элементы в группу в панели слоях. Группа не может существовать без объектов. Сразу пример. Перенесу в панели слоев из группы объекты. Видите, группа распалась. Зато у группы есть хорошее свойство. Она занимает размер ровно под все элементы. Фрейм – это физический объект, который может содержать другие объекты или не содержать. От этого он никуда не исчезнет. Хорошо, после определения, что такое группа и фрейм, перейдем к практике. Создадим новый фрейм. Сразу его переименуем в иконку. Будем в нем хранить все наши пиктограммы, они же иконки, которые будут. Создадим еще вложенный фрейм для будущих иконок. Если известен размер фрейма, то можно задать вручную на панели свойств. Размер кнопки выбран был в 128 пикселей для планшетов. Значит, внутренний размер будет иконки 100 на 100 пикселей. Сразу делаем рамку, просто только для удобства, видеть, куда перетаскивать наши иконки. И отмечаем галочку Clip Content. Это значит обрезать все, что выходит за рамки. Далее размножаем наш фрейм. Они уже настроены для перетаскивания наших объектов. Переносим меню в маленький фрейм. Сделаем выравнивание по вертикали и горизонтали. Проверили привязки при увеличении фрейма. Делаем скали. Тогда размер иконки будет меняться вместе с фреймом. Переименуем фрейм. Даем всегда понятные имена, желательно на латинице. И переходим к следующей иконке. Она у нас была сделана в текстовом виде. Желательно такие иконки тоже перерисовывать в вектор. Мы пока оставим ее как есть, только подберем размер под высоту 100 пикселей. При увеличении экрана видно пиксельную рамку, и под эту рамку подгоняем размер текста. Текст может накладываться на бордер, но не должен за него выходить. Хорошо, подобрали размер, выровняли, проверили привязку, переименовали фрейм, и все, переходим к следующему элементу. Повторяем все те же действия. Масштабируем, выравниваем, переименовываем. Отлично. Делаем то же самое первый раз и с колонкой. Вот из колонки будем делать варианты с дополнительным свойством. Для того, чтобы Figma сама поняла, что это один компонент, но разные варианты, нужно дать имя через слэш. Задаем song value 0. После чего зажимаем Alt. Передвигаем наш фрейм ниже. Так повторяем нужное количество раз. В нашем случае будет всего 4 таких объекта. После того, как размножили элемент, переименовываем каждый элемент, меняя последнюю цифру. От 0 до 3. После этого, как изменили имена, закрашиваем серым дуги звука, где будет цифра обозначать количество рабочих волн. Быстро выделить нужный элемент в фрейме группе можно, зажав Ctrl, и щелкнуть левой кнопкой мыши по нужному. Таким образом, перекрашиваем нужные нам элементы. Отлично, подошли к понятию компонентов. Компонент – это элемент, который будет размножаться множество раз, а его изменения производить только в одном месте – мастере компоненте. Компонент может быть создан только из фрейма. Выделяем все созданные фреймы и одним нажатием превращаем в отдельные компоненты. Для этого в верхнем меню выбираем Create Multi-Components. Перейду на вкладку Asset. Смотрите, все наши мастера компонент там отображаются отдельно, в иерархии каждый фрейм. Может так оказаться даже удобнее работать, чем с вариантами, так как после объединения функций вариантами они будут собраны один объект на вкладке Asset. А если сделать вариант, то после этого мы можем вытащить наш Asset на слои и менять иконку, только переключая свойства. Это хорошо экономит время и рабочее пространство, особенно если будут сделаны вложения компонентов в другой компонент. Изменяя имя варианта на понятное, так как у нас тут хранятся большие значки, так и назовем large. Также можно изменить название свойств в вариантах. Для этого нужно выделить весь блок и в панели инструментов изменить. Сделали первый рабочий блок для наших будущих кнопок. Создадим еще один фрейм, переименуем его в Buttons, кнопки, и скопируем нашу кнопку в этот фрейм. Теперь вместо иконки туда добавим нам созданный экземпляр мастер иконки.
После этого превращаем в мастер-компонент. Переименовываем в main. Далее уже созданного компонента берем экземпляр. Обворачиваем в группу. Ctrl-G. Переделываем ее в frame. Переименовываем. Так же, как называли иконки. Пока повторяю те же действия для всех будущих кнопок. Расскажу, для чего это нужно. Когда у нас есть главная кнопка и ее вариант уже отданных иконок текста, то при работе с панелью Assad мы вытаскиваем нужную кнопку. И не надо проваливаться внутрь компонента для выбора нужной иконки. А также проще все изменения готовить в одном месте. Работа с компонентами – это мощный инструмент. Даже при работе с маленьким проектом лучше сделать разбивку на компоненты. Никогда не знаешь, как может вырасти проект. Это обычно происходит быстро и незаметно. Закладывайте фундамент в виде компонентов сразу. Потраченное время в начале сэкономит нервы в будущем. Тем временем созданные варианты переносим на главный фрейм – окно будущей игры. Теперь смотрите, если мы хотим изменить все кнопки, скажем главный блик, как это будет сделано? Выбрали мастер-компонент и его меняем, а все дочерние компоненты тоже поменялись. Рассказав про компоненты, как их создавать, нужно отметить, если хотим их обратно превратить в фрейм, так вот, такое произвести с мастер не получится. Можно это сделать только с дочерним компонентом. Либо через выпадающее меню, либо сочетание быстрых клавиш Ctrl-Alt-B. Зная такое, можно как бы разобрать и мастер. Для этого выделяем мастер, делаем дубликат Ctrl-D, разбираем компонент Ctrl-Alt-B, переходим на слой ниже, на мастер, через Tab и удаляем. На этом видео про компоненты подошло к концу. Остались вопросы? Задавайте в комментариях. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!